Уважаемый суд, кажется, что все, что можно было сказать, уже сказано. Наши защитники рассказали обо всех процессуальных нарушениях, о юридических моментах и так далее. Я же вернусь к началу, к сути. Мы осуждены на 6 лет за художественное произведение, за творчество, за искусство. Если я не ошибаюсь, я первый писатель, осужденный за художественное произведение с 1965 года. Да и то, там были претензии к способу распространения. За спектакль у нас, видимо, не судили с 30-х. Я взяла событийный ряд из реального судебного приговора. Осужденная там получила 4,5 года. За то, что я о ней написала, мне дали 6. Подразумевается, что лишение свободы должно заставить человека одуматься, исправиться, что-то осознать. И вот уже почти 20 месяцев я думаю, что же именно я должна осознать. Что ни при каких обстоятельствах нельзя жалеть вот таких обманутых дур, искалечивших себе жизнь. Не могу. Жалость – нормальное христианское чувство, и оно не отменяет наказание. Или, возможно, я должна осознать, что нельзя вообще ничего и никогда писать про людей, осужденных по террористическим статьям? Подождите, но на сайтах федеральных каналов до сих пор, мы проверяли, лежат сюжеты и док-фильмы про дело Карауловой. В фильме Первого канала, например, героиня в своем интервью почти слово в слово произносит все то, что есть у меня в пьесе. Получается, кому-то нельзя писать о таких делах, а кому-то можно. Тогда, наверное, сначала должны появиться какие-то правила, и только потом наказание за их нарушение. Так что же я должна осознать? В чем повиниться? Прокурор Денисова, он так и сказала нам на суде. Вы же не признаете вину, поэтому 6 лет. Что мне надо было признать? Что я приверженец радикального ислама, как было написано в нашем обвинении? Ну нет, простите, я христианка. И признавать такое не стало бы, даже если освобождение было бы гарантировано. Признать, что при написании пьесы у меня были мотивы на оправдание терроризма? Ну так это неправда. Видите ли, мои мотивы задокументированы. Наверное, мало в каком деле так бывает. И мы все эти документы тут же предоставили. О своих мотивах я сама в 2019 году говорила на обсуждении пьесы со зрителями. Я говорила о них в интервью. Я везде говорю одно и то же, что в этой пьесе я попыталась изучить мотивы таких женщин, предупредить о методах вербовки и показать реальные приговоры, которые за таким поведением следуют. Так в чем именно мне нужно повиниться? Но одно за это время я точно осознала. Чтобы посадить драматурга и режиссера, всем пришлось сделать усилия. Понадобилось заказать экспертизу в некоем месте, где будет гарантированный результат, в центре при ФСБ. Наверное, в Москве бы никто не написал, что я оправдываю терроризм, потому что у меня в тексте есть инструкция, как завязывать платок. Других объяснений у эксперта из Екатеринбурга нет, все остальное там из интернета надергано. Чтобы утвердить обвинение в прокуратуре, понадобилось сочинить вот эту несусветную чушь про то, что мы исламистки. К счастью, она оказалась слишком фантастической даже для суда. Понадобилось найти липового свидетеля, который расскажет, как мы там договаривались о чем-то на фуршете, которого не было. Ну и вообще, пойти на какие-то сделки с совестью. Вон нам Минюст выдал документ, что деструктологической экспертизы не существует. Но она есть в нашем приговоре. И важный прокурор, вон, не видит никаких нарушений. Наверное, все это непросто и неприятно. И все это не про закон и не про правду. И мне в этом смысле, конечно, гораздо легче, потому что за 20 месяцев мне не пришлось ни разу врать. А говорить правду легко и приятно. А в конечном итоге правда и справедливость всегда побеждают. Уважаемый суд, я прошу отменить приговор Второго Западного окружного военного суда.